особняк правительственный. Да. Да. Рядом с Лондоном. Что такое прибрать? А остальное все знаю. А вот это знаешь? Да, это у нас рядом. Ну, Ты это даже не знаешь, где это расположено, а я знаю где. это знает каждый маленький рижанин, которому показывали на домах. Хай він знає. Виталий, правильно. И что они говорят? Я всех Правильно. знаю. Молодца. Я знаю подземную ситуацию. Это же не фотография, а видео. Очень хорошо получается. Видео, да? Спасибо, сын родной. Чи я тобі не казала, чи не говорила, не лягай, мов купі спати, бо зробим Гаврила. Стоїть гора високая, попід горою гай-гай-гай. Зелений гай густесенький, неначе справді рай. А в тим гаю тече річка, як скло вода блистить, блистить. Долиною широкою кудись вона біжить. «17 сентября 1948 года в 11 часов 30 минут на свет появился сын. Родился ваш будущий папа Игорь. Мы оба с бабой Катей были переполнены радостью. Lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Вскоре к нам приехала из Джамбула мама бабушки Кати, Ольга Егоровна, оказать помощь дочери и зятю в уходе за родившимся ее внуком Игорем. Пробыв у нас более месяца, она подобрала нам в постоянные няньки и домработницы женщину. Она была одинокая, 36 лет, из Саратовской родом области, русская и очень богомольная. И, надо сказать, очень честная. На выходные дни целиком уходила молиться в монашеский монастырь, что в конце улицы Крышина-Барона. После рождения Игоря и окончания декретного отпуска баба Катя приступила к работе в должности инженера по технике безопасности. Это было в начале декабря 1948 года. За создание в короткие сроки в СССР 6 заводов антибиотиков, в том числе и нашего в Риге, 19 ноября 1949 года вышел указ Президиума Верховного Совета о награждении особо отличившихся в этой работе орденами и медалями. В числе других награжденных я был удостоен правительственной награды Ордена Трудового Красного Знамени. Это была очень высокая и почетная награда. Конечно, я был рад и доволен. Вскоре после этого я был приглашен на беседу с представителем райкома Компартии. Он говорит в беседе: «Вы такой хороший специалист, награждены таким орденом и, оказывается, находитесь вне партии». Я отвечаю, что считаю себя беспартийным коммунистом. Он говорит: «Это не то. Надо укреплять вашу парторганизацию. Поэтому рекомендую вам вступить в члены КПСС». Итак, после 2 лет кандидатского стажа, а полагалось только 1 год, в январе 1952 я стал членом КПСС.
Баба Катя, в свою очередь, была назначена начальником цеха химической очистки пенициллина. Чтобы завершить повествование о 1949-м, было еще одно событие. Наша нянька Анна окрестила вашего будущего папу Игоря. В феврале месяца 1950 года к нам на постоянное место жительства переехали родители бабы Кати, Ольга Егоровна и Василий Иванович Шумаковы. В Джамбуле они продали свой домик с участком и имуществом. Конечно, для нашей семьи это было очень хорошо. Вашему папе Игорю еще не было и 2 лет, как умерла его бабушка Ольга, и он этих событий не помнит. Так для нас завершился 1950 год. В 1951 году у нас произошло второе прибавление семьи. 17 февраля родилась Оля. Имя ей дали в память бабушки Ольги. В это время у нас гостила моя мама Софья. Так как ожидалось рождения Оли, она и приехала помочь бабе Кате в первое время, оставив свой Любар на Украине. Няньки-домработницы много раз у нас менялись, но, слава богу, все было благополучно. Они вместе с нами питались и получали договоренную плату. Некоторых из них мы устраивали работать на завод. Это были приезжие девушки из России и Белоруссии. Это продлилось до того, пока Игорь и Оля подросли. Стали по-взрослому, так же, как наши внуки, надежно запирать квартиру и сами себе разогревать обед. «1 сентября 1955 года ваш папа Игорь пошел в 1 класс 12-й средней русской школы. В семье это было большое событие, радость. Наш сын пошел в школу. Подрастала Оля, ей шел уже 5-й год. С этого времени, примерно через 1,5 года, для нашей семьи в жизни и работе произошли важные события. Мною было дано согласие для поездки на работу в Китай для оказания технической помощи в монтаже. Началось оформление выездных документов, которое продолжалось около 2 месяцев. В конце февраля месяца 1957 года я был вызван в город Москву для отъезда в Китай, куда через несколько дней уехал из города Риги. Так как наш сын Игорь ходил во 2 класс школы, баба Катя с детьми оставалась дома и продолжала работать. После окончания учебного года Игоря семья должна была приехать ко мне в Китай, так как командировка должна продолжаться до 1,5 лет, а по контракту семья могла приезжать для совместного пребывания. Где-то в середине июня месяца 1957-го ко мне прилетела баба Катя с детьми, Игорем и Олей. Наша семья была вместе. Когда они приехали в город Пекин, а прилетели они из Москвы самолетом, сообщили об этом из города Пекина на завод. В тот же день со своим переводчиком я выехал к ним. Началась наша размеренная жизнь в Китае, моя интенсивная работа и наш отдых. Китайцы много делали для удовлетворения культурных и познавательных потребностей. Возили нас в городские театры кино. В гостинице устраивались сеансы кино в столовой. Мы сами устраивали свою самодеятельность. По выходным дням всю нашу группу вывозили на экскурсию за пределы города. Там же в Пекине был и интернат для школьников, родителей, которые работали в других городах Китая. В дни каникулов Игоря из Пекина привозили к нам и вновь отвозили в школу. Там учились еще несколько детей из нашей группы специалистов. Приехали мы в Москву где-то в середине июня месяца 1958 года. Были в Москве несколько дней, пока оформлялись нужные документы. Успели в Москве побывать на ВДНХ, в дворце музея Останкино, в оружейной палате Московского Кремля. Специально для этого в министерстве дали входные билеты для посещения и других местах. Жили мы в гостинице в районе Останкино. Итак, в июне месяца 1958 года мы возвратились домой в Ригу и пошли в длительный отпуск. Мне он полагался за 2 года, отдыхали на заводских дачах в Майере, помещение нам было зарезервировано. 1 сентября 1958 Оля пошла в 12-ю школу, в 1 класс, и Игорь в 4 класс. И я с бабой Катей приступил к работе на заводе в своих должностях. Жизнь и работа продолжалась своим чередом, а наши дети учились в школе. Шла нормальная семейная жизнь со всеми заботами, радостями и горестями.
В мае месяце 1961 года мне на завод позвонили из Москвы, из нашего министерства, и предложили снова поехать за рубеж на такую же работу, как было в Китае. На этот раз в Египет, в город Каир. Так как в Каире при посольстве была только начальная школа до 4 класса, Игорь с нами туда поехать не мог. Было решено отвезти его в Джамбул, Казахская ССР, к родной тете по отцу бабы Кате. Это было пригородное село-совхоз, и там была средняя школа. Он жил у родственников, и там ходил в 7 класс этой школы. Как оказалось потом, при его хороших способностях, учеба у него шла посредственно, так как контроля за ним не было. Что было, то было. В августе месяца 1962-го баба Катя с Олей оставили Египет и из Каира улетели в Москву, а затем приехали домой в Ригу. Оле надо было идти в школу в 5 класс, а Игоря привезли из Джамбула, ему тоже надо было продолжать заниматься в своей школе. Я интенсивно продолжал работать на монтаже завода. Завод был окончательно закончен и пущены цеха в эксплуатацию в 1964-м. В этом же году президент Египта наградил советских специалистов арабскими орденами за заслуги Египта. Они были 5 степеней, я был награжден таким орденом 2 степени. Первую степень такого ордена получили 2 наших человека из руководящего состава. Но в 1964 году нас постигло большое семейное горе. Был ноябрь месяц. Папа бабы Кати Василий Иванович рано утром ехал на работу и, перебегая улицу, попал под автомашину, которая его умертвила. Ему было 62 года, еще жить близкому нам человеку, а судьба распорядилась по-своему. Похоронили его на 2-м лесном кладбище, в могиле на 3 места. Ввиду того, что на Покровском кладбище велись работы по его ликвидации, в мае месяца 1965 года покойную маму бабы Кати Ольгу Егоровну перезахоронили на 2-м лесном кладбище рядом с Василием Ивановичем. Наш сын Игорь в 1966 году закончил 11-летнюю среднюю, пожелал трудиться и пошел работать, постигая специальность по контрольно-измерительным приборам в цех КИП на нашем заводе. Через год, в сентябре 1967 он был призван в армию на военную службу и был определен в военно-морской флот. Сперва был отправлен в учебный морской отряд в Севастополь, а после его окончания весной 1968 года был направлен для прохождения военно-морской службы в подводном флоте на север, в город Мурманск. Точнее, в одну из баз подводного флота в Североморске. And our friends are all aboard. Many more of them live next door. And the band begins to play. В 1968-м Оля закончила среднюю 10-летнюю школу и в том же году по конкурсу поступила учиться на 1-й курс строительного факультета Рижского политехнического института. Осенью 1968 года на моей родине в Любаре скончалась моя мама Софья Терентьевна. Я ездил на похороны моей родительницы. В детстве наши Игорь и Оля бывали в гостях на Украине в Любаре, в летнее время у моих родственников. В ноябре месяца 1970-го по демобилизации возвращается домой наш сын Игорь, прослужив чуть больше 3 лет. Отдохнув, снова 71-го пошел на наш завод, продолжая работать по своей специальности. Продолжали мы все 4 жить вместе. Игорь вел холостяцкую жизнь.
А для меня в 1970-м было еще одно событие. Московским институтом антибиотиков готовилась к изданию книга «Производство антибиотиков». Я был приглашен в соавторы этой книги и участвовал в написании 2 разделов, касающихся эксплуатации оборудования антибиотиков и контрольно-измерительных приборов. Жизнь продолжалась, и обстоятельства сложились так, что сын Игорь решил от нас отделиться. Встал вопрос о размене квартиры, в которой мы прожили 30 лет. Такой размен состоялся. Тем более, что Игорь решил жить самостоятельно. 14 марта 1978 года мы с Олей переехали жить в жилмассив Имонту в 3-комнатную квартиру со всеми удобствами. А сын Игорь на улице Авуту в однокомнатную квартиру с кухней, но частичными удобствами. В 1981 году ваш будущий папа Игорь познакомился с вашей будущей мамой Наташей. Они оформили свой брак в ЗАГСе, получив брачное свидетельство. Они оба часто бывали у нас в Имонте, в нашей квартире. Мы были довольны, что сын Игорь обрел семью. 22 декабря 1982 года мне исполнилось 70 лет. Юбилейная дата. На заводе это событие в моей жизни было отмечено администрацией, профсоюзом, многочисленными коллегами, друзьями по работе. Был организован и накрыт праздничный стол. Много было речей, поздравлений, а также поздравительных телеграмм, в том числе и из Москвы. На мой юбилей приехал с завода «Акрихин» из-под Москвы брат Михаил Степанович с женой Людмилой Алексеевной. Твоя, Вася, мама Наташа ожидала рождения ребенка, будущего нашего внука или внучки. Когда мой брат Михаил Степанович уезжал к себе обратно, он сказал маме Наташе: «Обязательно роди хлопчика», то есть мальчика, по-украински хлопчик. Его пожелание оправдалось. 29 марта 1983 года родился мальчик, которого назвали Василий в честь дедушки папы Игоря, Василия Ивановича Шумакова. Через некоторое время осуществились варианты обмена жилой площади, и семья с Васей переехала жить в Ригу, в дом номер 3, квартира 9 на улице Стрелнику. 22 июня 1986 года родился братик, которому дали имя Игорь. Так пожелали ваши родители. Прибавился еще один продолжатель рода Васильчишиных, и это было хорошо. С годами здоровье бабы Кати постепенно ухудшалось. С весны 1991 года она мне начала говорить, чтобы я оставлял работу. Директору завода я подал заявление на прекращение работы и ухода на давно заработанную пенсию с 31 августа 1991 года. Таким образом, я прекратил работу почти в 79 лет, имея трудовой стаж без 2 месяцев 59 лет. Завершился мой трудовой путь. Вскоре распался Советский Союз, как единая страна. Латвия стала независимым, самостоятельным государством со всеми властными структурами. В Риге много рижского. Облик, традиции, люди. Но присущий ей сегодня оптимизм – это оптимизм ее страны. Существует такое поверье. Когда рижане устанут строить свой город и посчитают, что все уже построено, в тот же самый день Ригу поглотит морская пучина. Но нет, не будет такого дня. Столько планов, столько возможностей, столько еще хочется и нужно сделать. А ведь следом идут новые поколения. A 1, a 2, a 3.